Почему пламя очищающего лотоса не предаст Сяо Яня, как предыдущего хозяина? И правда о переходе пожирающего пустоту пламени на сторону Сяо Яня? Мы знаем, что чем выше пламя в рейтинге, тем оно сильнее и опаснее. Сяо Янь сумел поглотить третье небесное пламя, что обладало силой святого 6 звезд, интеллектом и хитростью. Оно предало своего предыдущего хозяина. Так ждет ли Сяо Яня подобная судьба? Дело не в том, что оно не смогло сопротивляться, а в том, что этот хозяин слишком умел. В руках Сяо Яня находились два ужасающих небесных пламени, прославившихся на всем континенте Доуци. Пламя пожирания пустоты и очищающее пламя лотоса. И что самое поразительное, оба этих пламени были настоящими убийцами своих хозяев. Все их прежние владельцы либо погибали, либо становились жертвами обратного пожирания. И только Сяо Янь сумел заставить их покорно подчиниться. В чем же секрет? Сегодня мы разберемся, кто входил в черный список хозяев этих двух сущностей огня, и каким образом Сяо Янь смог превратить даже те огни, что осмеливались пожирать Доуди, в послушных щеночков. Пламя пожирания пустоты. Путь пожирания от Доуди до злодея. Пламя, пожирающее пустоту, занимает второе место в рейтинге небесного пламени и изначально обладает ужасающей способностью поглощать небо и пожирать землю. Его первым хозяином был никто иной, как последний Доуди континента – древний император Тоши. В свое время он достиг уровня бога или Доуди, поглотив 22 вида небесного пламени, и пламя пустоты служило ему главным инструментом переваривания. Однако, после того, как император Тоше оставил зародышевую императорскую пилюлю и исчез, пламя, пожирающее пустоту, словно сорвалось с цепи и встало на путь тьмы. Его следующим хозяином стал Хун Тяньди, идеальный союзник для этого пламени. Вместе они совершили множество страшных и куда более серьезных действий. Пламя помогало клану Хунь сохранять кровь Доуди, а Хун Тяньди способствовал тому, чтобы пламя прорвалось на уровень 9-звездного Доушен. Но все закончилось плохо. Хун Тяньди из жадности проглотил зародышевую императорскую пилюлю и тем самым активировал механизм обратного пожирания. В итоге, во время битвы двух императоров, пламя пустоты отвергло Хун Тяньди. Об этом, кстати, нужно поговорить подробнее, очень интересная и глубокая тема. Что касается пламени очищающего лотоса, путь падения от святыни к демоническому огню. Хотя очищающее пламя лотоса занимает третье место, его послужной список еще более жесток. Оно напрямую предало и поглотило своего хозяина, святого очищающего лотоса. Этот эксперт на пике 9 звезд святого в свое время с огромным трудом запечатал пламя в пространстве демонического огня, но перед смертью был предан этим же пламенем. Однако святой очищающего лотоса не был прост. Он оставил 4 фрагмента древней карты. Он лишил пламя разума и запечатал его на 1000 лет. Лишь когда Сяо Янь собрал остатки карты и пришел к нему, это пламя встретило своего настоящего противника. Сяо Янь сначала подавил его с помощью остатка души святого очищающего лотоса, а затем вместе с Гусюнер провел совместное очищение, насильно подчинив это пламя, способное очищать все сущее, и превратил его в дух огня маленькую Юй. Самое ироничное, что в конце очищающее пламя лотоса помогало Сяо Яню противостоять Хун Тяньди и даже сдерживало пламя пожирания пустоты. Каков путь укрощения пламени Сяо Янем? Сильнее огня человеческое сердце. Почему Сяо Янь смог подчинить эти два ужасающих пламени? Причин на самом деле 3. Во-первых, он умел использовать чужую силу. Пламя пожирания пустоты было однажды использовано Хун Тяньди, и Сяо Янь воспользовался его ненавистью к клану Хунь. Очищающее пламя лотоса было обмануто своим прежним хозяином, и Сяо Янь применил древнюю карту как средство контроля. Во-вторых, абсолютная сила. От пламени сине-зеленого лотоса до императорского пламени Сяо Янь шаг за шагом поглощал небесные огни и довел технику сжигания, или как в оригинале огненная мантра, до совершенства. В битве двух императоров он даже мог призывать все небесные пламени мира. Такое давление невозможно игнорировать. Во-третьих, превосходство в мировоззрении. Хун Тяньди использовал пламя ради достижения императорского уровня, чтобы прорвать барьер Доуди, тогда как Сяо Янь сделал его силой защиты континента. Следуя за ним, пламя не только сохраняло свое существование, но и обретало более высокую ценность. Секрет сосуществования человека и небесного пламени.
На самом деле, все прежние хозяева этих огней пали из-за жадности. Тоше стремился к силе и в итоге дал шанс пламени пожирания пустоты. Хун Тяньди захотел проглотить пилюлю и был пожран. Святой Лотоса Очищения стремился к вечности и погиб от собственного пламени. Главное отличие Сяо Яня в том, что он относился к небесным огням как к партнерам, а не инструментам. Он даже дал очищающему пламени Лотоса имя Сяо Юи, установив эмоциональную связь. А это гораздо эффективнее простого подавления. История этих двух небесных огней – это по сути история борьбы за власть на континенте Доуци. И то, что Сяо Янь оказался победителем, объясняется не удачей, а его убеждением – защищать. Когда пламя пустоты и очищающее пламя лотоса почувствовали эту искренность, даже самые свирепые огни стали мягкими и покорными. Но дело не только в личности Сяо Яня или его умении подружиться с небесным пламенем. Главный перелом произошел, когда святой очищающего лотоса удалил память пламени. То пламя, которое когда-то предало своего хозяина, фактически перестало существовать как личность. Вместо него осталось нечто чистое, первозданное, лишенное памяти и ненависти. Оно стало похоже на новорожденное существо, не имеющее ни прошлого, ни намерений. Именно в таком состоянии его и поглотил Сяо Янь. Это был уже не хитрый и жестокий хищник, а бесформенная сила, которую еще только предстояло направить. Однако даже лишенное разума, это пламя все равно оставалось одним из самых опасных небесных огней. Его энергия была колоссальной, и малейшая ошибка могла привести к гибели. Сяо Янь не стал полагаться на удачу. Он действовал последовательно и, по сути, не просто запечатал или подавил пламя, он фактически заново сформировал его сущность. В процессе объединения с другими небесными огнями родился новый дух – Сяо Юи. Это уже было не дикое, очищающее пламя лотоса из прошлого, а новое существо, связанное с Сяо Янем с самого начала своего существования. И вот здесь впервые вступает в игру личность Сяо Яня. Он не относился к этому существу как к инструменту или оружию. Он дал ему имя, признал его отдельной сущностью и фактически стал для него первым и единственным близким существом в этом мире. В результате между ними сформировалась не просто связь контроля, а устойчивая привязанность. Можно сказать, Сяо Янь стал папой для него, а Гу Сюнер – мамой. Поэтому очищающее пламя лотоса не воспринимает Сяо Яня как врага, оно не пойдет против него никогда, став верным помощником. По сути, Сяо Янь пересобрал его вместе с другими небесными огнями. Это не дикое пламя, а сформированная сущность, привязанная к Сяо Яню. Так что его не ждет судьба предыдущих хозяев сильнейших видов небесного пламени в первой тройке. Напишите в комментариях, как вы думаете, какие есть еще причины, почему Сяо Яня не предаст его собственное пламя. И особая благодарность спонсорам. Это видео вышло эксклюзивно для вас в первую очередь. Ваша поддержка неоценима. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.